Один из самых удачных планшетов эконом-класса 2023 года, по моему мнению, и это никакая не реклама, потому что брал я его, спойлер, вообще на Авито, потому что на тот момент, когда я его покупал, на Авито данный планшет стоил почему-то дешевле, чем на Алиэкспрессе, скорее всего, потому что на Али был высокий курс. Простой, дешевый Honor X8. Есть везде. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется планшет в белой упаковке из плотного картона, на упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Пакинг обыкновенный, в комплекте мы имеем сам планшет без защитной пленки, и это первый файл. Краткое руководство, кабель для зарядки с Type-C на USB-A, хорошо хоть не micro-USB, блок питания на ультра-мега-гипер скромные 10 Вт, меньше не бывает, и ключ для извлечения прорезиненного слота под карту памяти. Есть версия с сим-картой, но опять же она стоит по мне космических денег. Если смотреть на Honor Pad X8, то только как на планшет супер-мега-эконом-класса без симки. Вес устройства 460 граммов, а габариты 240 на 159 на 8 миллиметров. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 ми-бендов 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще Poco F5 разыгрывается. Смотрим в описании условия. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Один для того, чтобы знать цены, вбиваете название в телеграм-канал скидок и знаете, за какие деньги какие девайсы иногда продаются. Второй, если вы прописываете ТЗ, что вам необходимо, вам советует много пользователей телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал для того, чтобы быть в курсе, какие обзоры вас ждут и что конкретно я проверяю сегодня. Полетели. В продаже доступна только темно-синяя расцветка данной модели. Дизайн планшета ничем не примечательный, обыкновенный такой планшет. Рамка выполнена из пластика, а вот тыльная часть, по всей видимости, из металла. Корпус матовый, материалы не особо марки, сборка неплохая. В руках планшет лежит удобно из закругленных торцов, печатать в вертикальном положении планшета двумя пальцами довольно удобно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, но это и не удивительно, учитывая стоимость. Далее есть один микрофон и два стереодинамика. Громкости достаточно, качество звука среднее. Предустановок звучания нет, как и кастомного эквалайзера, так что нужно будет отдельно качать плеер с эквалайзером и там уже играться. Есть только Honor Hi-Stand для наушников. Вибромотора не завезли, как и мини-джека, все довольно скромно, как вы уже поняли. Оснащен IPS-экраном на 10,1 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Экран поддерживает 16,7 миллиона цветов и имеет сертификацию TUV Rainland, защита от низкого уровня синего света. Соотношение экрана к корпусу неплохое для бюджетника 80%, плотность пикселей ультра скромная 224 ppi. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, и по большей части планшет рассчитан для использования в помещении. Автояркость работает хорошо, но не сказал бы, что быстро. Частота обновления экрана, разумеется, только 60 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний вы видите на экране. Тест ничего хорошего не показал. Мультитач на борту и экран на 10 касаний одновременно откликается, что уже хорошо. Многоэкранный режим на борту, можно открывать приложения поверх других или разделять экран на две части. Для удобства передачи файлов между устройствами есть Honor Share, но данная функция актуальна только для устройств, которые ее, разумеется, поддерживают. В настройках есть возможность слегка подогнать экран под свои предпочтения. Также есть режим чтения и режим электронной книги. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает хорошо, стабильно, как и в вертикальном, так и в горизонтальном положении планшета. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица, но можно добавить образцы для разблокировки, к примеру, в очках и без них. Летим дальше. Процессор MediaTek MT8786, тот же Helio G80 с 8 ядрами. Максимальная частота которого 2 ГГц, графический процессор Mali G52, интерфейс Magic UI версии 6.1 на базе Android 12 версии. Русский язык на борту, как и Google сервис, операционная система работает плохо, часто встречаются баги. К примеру, при повороте экрана у меня планшет зависал на несколько секунд с поплывшей картинкой рабочего стола, но такое, правда, было всего один раз. Несмотря на это, постоянных микрофризов или подлагиваний я не заметил. Оперативная память LPDDR4X на 4 ГБ или 6 ГБ, внутренняя память, к сожалению, eMMC на 64 или 128 ГБ. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии, связь планшет ловит стабильно хорошо и в плане скорости проблем нет. Микрофон показал себя во время видеозвонков неплохо, в целом для бесед в тихой обстановке его достаточно. Bluetooth версии 5.1, NFC не поддерживается, точность GPS вы можете наблюдать на экране, даже без поддержки сим-карты можно использовать GPS. Емкость аккумулятора 5100 мАч, в письмарке выдал 4 часа 44 минуты. По автономности заряжается планшет от 0 до сотки от родного адаптера питания 3 часа 7 минут. Поедает за час просмотра видео на YouTube у меня 7%, у кого-то он поедал меньше, опять же это на максимальной яркости. В
PUBG Mobile за 1 час уходит 18%. Планшет сильно не нагревался и яркость не понижал. В играх планшет показал себя неплохо, но только в нетяжелых и не на максимальных настройках, разумеется. Для различных 2D игр его железа однозначно хватит даже для высоких настроек. Перейдем же к тестам. Throttling тест проходит с минимальными значениями. 134 гипса минимально, максимально 157 гипсов и в среднем 142 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 409, в мультикоре 1367. 3D Mark показал Wildlife 699, Wildlife Extreme 179, Wildlife Stress Test 709, Wildlife Extreme Stress Test 181, Slingshot Extreme 1310 и Slingshot на 1671. В Antutu выдал результат в 185 тысяч попугаев с EF 4% заряда. Storage тест показал 9000. 45-минутный стресс-тест прошел, что уже хорошо. Результат теста искусственного интеллекта 2463. Кто-то улыбнулся. Притом в большом количестве, правда, когда там кто-то миллион уже показывает. Планшет оснащен одним основным сенсором на 5 мегапикселей с одним фронтальным на 2 мегапикселя. Максимальное разрешение для съемки с основного сенсора 1080p 30 fps, с фронтального 720p 30 fps. На борту имеется некоторое количество вспомогательных функций, бьюти-режим, панорама, HDR и даже про-режим есть. Зум только цифровой, что очевидно, и только до 4х. Фото и видеосъемка не про этот планшет 100%, короткие примеры вы сейчас увидите. И видео 1080p, я понимаю, что никто не использует планшеты для того, чтобы что-то снимать, но вдруг вы решите что-то снимать, и вот так вы сможете снимать с данного планшета. Даже фокус что-то там пытается делать. X4 максимум, предметная съемка, допустим, если не улетит. Ну вот так. Вот так будет примерно он снимать. Можно параллельно делать фото, ставить на паузу. Как картина, правда? На видео не похоже. Ну что же, максимальное разрешение для фронталки 720p. По большому счету для видеосвязи вам этого более чем достаточно. Хотя да, это уровень смартфона за 1006. Ну и планшет не такой дорогой, в принципе. Минусы: нет мини-джека, долгое время зарядки. Внутренняя память eMMC — это прям вообще плохо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Это один из позитивных моментов данного планшета, потому что на Алиэкспрессе его продают дешево. Либо второй вариант, опять же, с рук где-то искать новые. Я не знаю, где их закупили, но по мне планшет более чем достойный за свои деньги однозначно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, поставить лайк этому ролику и колокольчик. У меня ежедневно выходят здесь обзоры. Напоминаю, что еще есть лайв-канал. И, к слову, рынок планшетов, как и рынок ноутбуков, на дне, так что если вы ищете что-то дешевое, рано или поздно вы поймаете эту скидку. Если не Honor, то у Lenovo, если не у Lenovo, то у какого-нибудь Xiaomi, что-нибудь из разряда Redmi станет дешевым. Народу не нужны ни планшеты, ни ноутбуки, но рассказывать о них периодически надо. Резюмирую, Honor Pad X8 хороший выбор для покупки планшета ребенку или как для покупки первого планшета. Серфить в интернете удобно, как и просматривать ролики или фильмы. С другой стороны, я еще раз повторяюсь, если вам нужен топовый планшет, это всегда про яблоки. Хотите верьте, хотите не верьте, посмотрите хотя бы сравнение того, как они прорисовывают игрушки. Ну и в конце концов, глаза у вас одни, если есть материальная возможность приобретать что-то лучшее. Учитывая стоимость, этот планшет неплохой, от меня девайс однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.